Крушение немецкого лайнера СС «Коламбас». «Коламбас» – немецкий океанский лайнер, заложенный перед началом Первой мировой войны. Первоначально судно должно было называться «Гинденбург». Однако его тогдашняя сестра, первоначально носившая имя «Колумб», была передана британскому правительству, а затем продана компании White Star Line после войны в рамках репараций в 1920 году и переименована ее новыми владельцами в Гомерик. Союзники разрешили Norddeutscher Lloyd, его владельцам, сохранить оставшийся корабль. Немецкая судовая компания решила дать ей имя покойной сестры, ныне английский Хоумерек. Строительство, приостановленное войной, возобновилось на верфях Шихау в Данциге, Германия. Нехватка материалов, вызванная войной, задержала его завершение до 1922 года. Он совершил свой первый рейс в апреле 1924 года. В то время он был самым большим и быстрым океанским лайнером немецкого торгового флота. Он имел длину 236 метров и 1750 кают для пассажиров класса люкс, а также первого, второго и туристического класса. Максимальная скорость составляла 33 км в час. Он был зафрахтован в течение нескольких лет туристическим агентством Кукс в Нью-Йорке и курсировал в водах Вест-Индии примерно каждые 2 недели, время от времени совершая путешествия по Южной Америке и Африке. Он был одним из первых лайнеров, на верхней палубе которого был установлен открытый бассейн, а также площадка для ночных танцев. У него были паровые двигатели тройного расширения. Он был довольно популярен и убедил немецкую судоходную компанию в том, что более крупные пассажирские лайнеры возможны. В 1929 году его переоборудовали, чтобы он стал похож на своих более молодых, крупных и быстрых напарников. Это включало добавление 2 более крупных и коротких дымовых труб и замену поршневых двигателей паровыми турбинами с редуктором. С началом Второй мировой войны в сентябре 1939 года лайнеру было приказано немедленно вернуться в Германию. Королевский флот высматривал вражеские корабли. Высадив своих пассажиров на берег в Кубе, его капитан и команда устремились в Веракрус, уклоняясь от британцев. 14 декабря «Коламбас» вышел из Веракруса в сопровождении 7 американских эсминцев через американское побережье в зону нейтралитета. 19 декабря британский эсминец Хэмс Хайперион заметил «Коламбас» в 400 милях от побережья Вирджинии. Все еще в нейтральной зоне, и американский тяжелый крейсер «Таскалуса» также находился в этом районе и молча наблюдал за 2 кораблями. Вместо того, чтобы сдать «Коламбас», его команда затопила его, и он сгорел и затонул. Его пассажиры и команда, 576 членов экипажа, включая мальчиков, грузчиков и медсестер, были взяты на борт «Таскалуса» как спасенные моряки, а не как военнопленные, как если бы их подобрали британцы. «Таскалуса» отправил весь персонал в Нью-Йорк. 18 января 1940 года 512 членов экипажа были переправлены на остров Эйнджел-Айленд. В октябре 8 офицеров смогли бежать на судне Асамамару. Позже немецкие граждане с «Коламбас» были отправлены в Нью-Мексико. По окончании войны многие вернулись в Германию. 11 декабря 1941 года в речи перед немецким Рейхстагом, в которой он объявил о своем решении объявить войну Соединенным Штатам, Адольф Гитлер назвал присутствие «Таскалуса» при затоплении «Коламбас» враждебным актом против немецкого народа. Таким образом, Гитлер включил потерю «Коламбас» в число поводов за объявление войны.